morning. Доброе утро. As I was reminded this morning, howdy. Итак, вы помните, мы вчера научились в Техасе, как мы говорим? Howdy. So it's not a mistake that John Maxwell goes from sacrifice to dependability. И я думаю, что не зря Джон Максвелл говорит о надежности, о законе надежности. Because it's taken me 61 years to figure out this dependability principle. А этот принцип, мне нужно было, да, я его раскрывал для себя 61 год моей жизни. So my question to you is, do you have that Jonathan in your life? Хотел бы задать вам вопрос. Есть ли у вас в жизни человек, ну что мы сейчас будем говорить о Давиде и Иоаннафане, есть ли у вас в жизни Иоаннафан? That's a saying we have in the United States if we have that Jonathan in our life. Мы в Америке всегда вот так используем в нашем контексте выражение. Есть ли у тебя Иоаннафан или у тебя, да, есть Иоаннафан в жизни? So not only in your team, but also in your personal life. Не только в твоей команде, чтобы был Иоаннафан, но и в твоей жизни. And also the bigger question is, are you somebody's Jonathan? Да, может быть, ты являешься каким-то Иоаннафаном для кого-то. You see, Jonathan covered David when he was going from cave to keep from his son. Иоаннафан был тот человек, который покрывал или скрывал Давида, когда он убегал из одной пещеры в другую. And in return, David ended up watching Jonathan's children after Jonathan was dead. И потом мы знаем о том, что происходит, что дом Саула, дом Иоаннафана, прошу прощения, да, остался под заботой Давида после смерти Иоаннафана. As a man, it's very hard to allow somebody to be Jonathan in your life. Для мужчинам очень трудно позволить кому-то, чтобы они стали Иоаннафанами в жизни. Because it's taken me, as a man, I want to fix everything myself. Я, как мужчина, хочу всегда решать самостоятельно свои проблемы. It's hard for me to open up to another man the things I struggle with. Мне трудно открыть свое сердце другому мужчине. Почему? Потому что трудно мужчинам открываться в своих каких-то борьбах, проблемах. But when you get that person in your life, it changes you. Когда ты находишь такого человека, как Иоаннафан, он меняет полностью твою жизнь. I finally have that one man in my life that I can call in with any struggles I'm having. Я нашел такого человека в своей жизни, которому я могу позвонить в любой момент и просто открыть свое сердце. And I know I can trust him. И я знаю, что я могу ему доверить и доверять свои проблемы, свои трудности. Which we'll talk about here in a second. Я вам расскажу немножко об этом еще вот из материала. So some of the better teams in my business life, we had that trust and that cohesion. И в бизнесе, потому что я бизнесмен, для меня это было очень важно найти вот сходство или похожие сердца. Some of my better teams and my best management teams I had, we covered for one another. Похожие сердца имеется в виду люди, которые они друг за друга горой. And I never had to worry about if I forgot to do something that they would turn me in. Я знал, что эти люди не предадут меня, если я, к примеру, что-то не успел сделать. Они не начнут сразу же жаловаться на меня, шефу. See, there was that trust factor built into our relationship that we just covered for each other. И это означает доверие. Доверие, когда мы горой друг за друга и поддерживаем друг друга. And I knew it made my job easier. Я понял, что именно как в бизнесе, как бизнесмен, мне было намного легче иметь дело с людьми, которые поддерживают друг друга, а не роют друг по другу. But I also know as pastors and leaders in your church, it could be very hard for you to allow a Jonathan in your life. Я думаю, как вы, как пастора, как лидеры в ваших церквях, трудно позволить кому-то стать Иоаннафаном в вашей жизни. Because we all know that people think that pastors and leaders are perfect. Потому что иногда люди в церквях думают, пастора, лидеры, они являются совершенными людьми. But there was only one perfect. Но только один человек был совершенным. Это кто? Иисус. Аминь. And he was not me, and he is not you. Ты не Иисус, я не Иисус. Даже если мы скрываем крылья ангела под нашей одеждой. Правильно, слушатели? So John Maxwell has a formula for dependability. Поэтому Джон Максвелл ободряет нас на следующий закон. Вот смотрите здесь. So when I think of a formula, the formula
is water. Формула воды, да, вот как закон, это как формула. You have 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. Два часть водорода и одна часть кислорода. Apart from each other, they're totally different. Водород и кислород, если мы отделяем их, они не имеют ничего, это газ. But you put 2 parts of hydrogen and 1 part oxygen Если together, две части этого водорода и одна часть кислородов сходятся, что происходит? Превращается в жидкость. It's the same thing with dependability. Это и так происходит в вопросе надежности. Dependability has a formula that you can write down. Есть формула надежности. Вы можете посмотреть здесь, что означает надежный человек, лидер. And we will break down these 5 characters Это страница 26. Вы можете записать отсутствующие слова. in more detail here in a minute. Мы раскроем немножко больше и детально вот эту формулу. Okay, so write this down. Первое, запишите для себя. Character Характер плюс plus competence компетентность. Прямо посередине страницы 26, если у вас там, запишите формулу. plus Но записывайте, потому что мы потом вам дадим чистые тетради в подарок. Значит, второе, компетентность плюс commitment, посвященность плюс consistency, постоянство плюс cohesion. сплоченность That equals dependability. равно надежность. See, developing that person of dependability is life-changing in your life. Когда мы находим человека, на которого можно понадеяться, это может изменить полностью нашу жизнь. So let's talk about a second the first one, character. Первое. В формуле надежности первое слово характер. See, character is the integrity. Integrity is sorry, God's changing what He wants me to say. Integrity is extremely important to build character. Я думаю, что целостность очень важна для того, чтобы строить характер человека. See, in the United States, there are high leaders, politicians, pastors. В Соединенных Штатах мы встречаемся с этими людьми. Это политики, пастора, лидеры, бизнесмены, Athletes атлеты. that make this one teeny mistake, Они на протяжении своей карьеры делают одну только ошибку. and it affects their character, И это влияет или подрывает доверие их характеру. and their life is ruined. И это разрушает полностью и карьеру, и жизнь. Especially pastors are extremely criticized in the United States Особенно сейчас пастора в Америке, они под шквалом критики. for something very simple, За что-то, что может быть кажется настолько простым. and it ruins their life, and they have to leave the И ministry их просто разрушает это и уходят со служения. because their trust is broken. Почему? Потому что доверие этим людям подорвано. Характер. So character is a lifelong process. Характер строится всю жизнь. There are two men I meet with daily now. А сейчас Weekly. я встречаюсь каждую неделю с двумя людьми. And they've struggled their whole life with certain things. Они боролись на протяжении своей жизни с разными проблемами. And I'm able to speak into their lives, И я имею сейчас возможность как-то сказать им что-то. show them scripture, Я открываю на Слово Божие. and help them with they trust me with their problems. И они начинают открываться, они доверяют мне свои проблемы. And it wasn't until this last couple months, Пару месяцев тому назад один из этих людей, с которыми я встречаюсь, and I was sharing with Scott this morning, that I have opened up to him and told him some things that I've struggled with also. я тоже начал открываться и сказал пастору Скотту, что когда я начал открываться, этот человек тоже начал открываться. Because I've always had this veil in front of me that I didn't want to open. Я, как мужчина, никогда не хотел открываться другим людям. And because of that, there's a level of trust between us. Потому что есть
братик мой, вот здесь есть твоя тетрадка, вот прямо здесь. that I've never had with another man. Я не мог открываться перед другими мужчинами. So, about 2 months before I went on this trip, I had a health scare. До того, как я приехал сюда, 2 месяца до этой поездки, у меня была одна проблема с моим здоровьем. In fact, I really thought I wouldn't be able to come on this trip, and we held off buying our tickets because of that. Я не знал, смогу ли я приехать или нет, поэтому мы не бронировали наши полеты, наши билеты. I was able to go to this guy, and he was the one man I went to and asked him to take care of my affairs with my wife just in case it turned out. И я сказал, знаешь что, дорогой мой брат, если ты можешь, позаботься о моем доме. Если что-то случится со мной в Молдавии, позаботься об этом, да, о моей жене. It turned out good. God healed me. Слава Богу, я себя чувствую лучше. Слава Господу. Слава Богу. Бог исцелил меня. Аллилуйя. But it was a scary. Но это был такой момент, где я реально побоялся улетать. Twice. I don't cry. Я никогда не плачу, но But I was more afraid of my wife, я больше переживал за свою жену, my 5 grandchildren. за моих 5 внуков. I want to see my granddaughter get married. Да, я хочу увидеть свою внучку, которая выйдет замуж. Okay, back. Grab myself back in a second. No problem. But that's how important character is to me. Для меня характер очень важен. I tell these 2 men I meet with to take those 2 seconds before they make a decision. Я говорю им, знаете что, дорогие мужчины, перед тем, как вы принимаете какое-то решение, просто остановитесь на 2 секунды и еще раз подумайте. When you have that decision you have to make to sin, Когда вы думаете, согрешить или нет, or not to sin, или не согрешить, take 2 seconds просто 2 секунды, на 2 секунды остановитесь. and think about what that could do to your И character. подумайте о том, что это, как это может повлиять на ваш характер. And not necessarily physically, Может быть, не говорим сейчас о грехе каком-то физическом, but also some of the stupid stuff we think about in our heads. но иногда то, о чем думают мужчины в своих головах. You see, character isn't just what happens on the outside. Характер подрывается не только тем, что происходит вне человека, Character is in the то, что видно inside. глазами, но характер подрывается и тем, что происходит внутри человека. It has taken me 61 years to hold my character. Поэтому 61 год я вкладываю во что? В созидание своего и укрепление своего характера. So character is the number one. Поэтому первое, самое важное, поддерживайте свой характер. Аминь. 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 Work on your character. Работайте над доверием к своему характеру. The second one is competence. Второе, компетентность. Ari, do you have the practical skills to actually do what you say you're doing? Если мы говорим, я могу заняться этим делом, но задай себе вопрос, а у тебя есть практические навыки для этого дела? See, if I have a question about the Bible, Если, к примеру, у меня есть вопрос насчет какого-то места из Библии, I go to somebody who has Bible knowledge. я, конечно же, иду и советую с человеком, который обучен в Слове Божьем. I don't go to a car mechanic to ask Не иду questions к about. механику по вопросам Библии. Although that car mechanic may be fluent in Scripture. Может быть, он знаток Библии, он и механик, но But usually I go to somebody I know has the Scripture. я иду особенно к тому человеку, который компетентен в том или ином вопросе. So if somebody's having a problem with a certain subject on your team, Если у кого-то есть какой-то вопрос в вашей команде, do some homework and do some biblical study on that subject. и вопросы по примеру каким-то местам из Библии, не отвечайте сразу. Может быть, стоит подготовиться сначала, чтобы дать правильный ответ. So just be competent, just know what you're doing when you're speaking to people. Будьте компетентны в вопросе того, чем вы делитесь с людьми. And show them that you care and you love them. И также покажите людям, что они вам не безразличны, что вы их любите. The third one is commitment. Следующее – посвященность. This is a loyalty to your team. Это лояльность команде. 26-я страница, в конце страницы
вы можете найти эти утверждения. How loyal are you to your team? Насколько вы лояльны к вашей команде? How loyal are you to your friends? Насколько вы лояльны вашим друзьям? How loyal are you to your family and your Насколько spouse? мы лояльны нашим семьям, нашим друзьям? You have to show that you care. Мы хотим показывать, что мы заботимся, и они нам не безразличны. Not just on the task, but on the person himself. Не только, что нам не безразлично, как будет сделана работа, но также нам не безразлично, как себя чувствует человек. Because I know as pastors and leaders in your church, you're extremely busy. Я вижу, что вы, как пастора, очень занятые люди. And never get to a point to where you want to knock somebody off your list because you never get to a point where you just want to knock somebody off your list. Никогда. That day. Никогда не нужно людям помогать только так, чтобы от них избавиться. Commitment. Нужно делать посвященно. The fourth one is consistency. Четвертое, постоянство. It's faithfulness every day, regardless of the situation. Постоянство – это когда мы верны нашей задаче и нашему делу каждый день, невзирая ни на что. This is one in the business world I practiced every day. Каждый день я занимался в бизнесе именно этим вопросом, постоянством. And it's even with raising my two children. Даже в деле воспитания моих детей. You've got to be consistent. Каждый день нужно оставаться постоянным. With my two boys, Особенно вот с моими двумя сыновьями, I had rules у меня были правила, and there was consequences. ну и, конечно же, и последствия. If they broke those rules, Если они не слушались правил, these were the consequences. я говорил им сразу, чтобы они знали, какие будут последствия. But I had to be consistent. Но что означает постоянство? Что ты держишься своих правил. That defines what consistency is. Вот это и есть определение постоянства. Same thing in my business world. В моем опыте в бизнесе I had to be consistent with how I work with people. я должен был быть постоянным в том, как я относился к людям. I couldn't have one rule for one person and another Я rule for не another. мог, выставлять правила для одного человека, совсем другие правила для другого человека. So I had to be consistent. Мне нужно было быть каким? Постоянным. The fifth one was cohesion. Следующее – сплоченность. Working together towards a goal. Когда мы сплочены, когда мы работаем все вместе. You have to be in the same vision, so you have to give vision to your team. Но для того, чтобы была команда сплоченная, им нужно иметь одно и то же видение. Sometimes on your team, you have different people going different directions. В наших командах иногда люди уходят, каждый в свое направление убегает. And you have to get them together И приходится как-то помочь им, да, чтобы они держались вместе сплоченными. and be like-minded. Видение помогает людям иметь одно и то же мышление. But the enemy of dependability is broken trust. Но есть враги, да, вот этой надежности. Be real with people. Когда мы ставим под сомнение доверие, это враг нашей надежности. Будьте реальны с людьми, будьте теми же людьми, какими вы являетесь всегда. This one man that I can talk to right now, Например, это человек, о котором вам я упомянул. I know he cares and listens. Я знаю, что ему не безразлично мое состояние, он слышит меня. And I know he really loves me as a man of God. Я знаю, что он относится с истинной любовью ко мне, как к брату во Христе. But he has earned my trust. И он заслужил мое доверие. Because I know he has the fruits of the Spirit in him as found in Galatians. И я вижу, в нем есть плоды Святого Духа, которые мы находим в Галатах. He has the peace, the patience, the kindness, the gentleness. Мир, да, благость, долготерпение и так далее. Yes, by his fruits I know he loves И Jesus. по плодам этого человека я могу сказать, этот человек любит Иисуса. See, the person that I trust in has to be a man of God. Поэтому, чтобы я смог доверять кому-то, он должен быть Божьим человеком. Or has to be a woman of God. Или женщина по Божьему For сердцу. you women in here. Да, для тех сестер, которые здесь находятся с нами.
Now we're going to talk about Daniel for a second. Давайте посмотрим на пример надежности. Даниил. See, Daniel earned the trust of the king. Даниил заслужил доверие со стороны царя. And Daniel had adversity. И у Даниила было очень много трудностей, с которыми он сталкивался. He had character. Но Даниилу помогло то, что у него был характер. Can I read this? Yes. Окей. Давайте мы прочитаем Даниила 1 глава 20-21 стих. Кто желает? Спасибо. Во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их 10 раз выше всех тайноведцев и волков, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира. Спасибо. Thank you. You see, every time a leader chooses your character, Каждый раз, когда лидер выбирает поддержать свой характер, you get stronger. лидер становится крепче. See, character is built over a period of time. Потому что мы строим характер, мы его созидаем на протяжении многих лет. In the United States, we call that your dash. Это то, на что смотрят люди, или тот минимум. It's your birth date, 19, whatever. The dash on the grave, yes, I'm And the sorry. dash on the grave. Yes, да, я прошу прощения. Это та черточка, да, которая находится у нас на кресте или на памятнике. Это день рождения и день нашей смерти. It's what happens in that dash is what И вот determines your та character. линия, та черточка, которая отделяет день нашего рождения и день нашей смерти. Что мы хотим, чтобы люди сказали об этой черточке? So think about that. How will your dash be on your tombstone? Да, что будут люди говорить об этой черточке, которая будет там у нас, на нашей надгробной камне. So that's a strong thought if you really sit Если down and think about поглубже it. подумать, что будут говорить люди о нашей жизни в конце. So character is also built. You got to be the same person every day. Характер означает, что ты тот же человек всегда. So as I told you yesterday about the friend of mine that changed my life many 27 years ago. Я вам рассказал вчера о спортсмене, который повлиял на мою жизнь, потому что он был примером истинного христианства. A lot of the men I knew back in those days were a different person in church than they were in the business world. Многие христиане, которых я знал, они были одни люди в церкви, совсем другими были дома и совсем другими на работе. The things they did were unbiblical. И много чего они делали, совсем не было по Писанию. And nothing that I wanted part of. И я совсем не хотел становиться христианином по причине плохого примера их жизни. In fact, a lot of these men would try to, it would make their day if I would follow what they were doing. И они были бы, может быть, рады как-то, чтобы я шел, делал тоже так же, как и они. Потому что они бы почувствовали себя лучше. And in fact, they wanted to ruin my character so bad that Они they хотели так, чтобы разрушить мой характер. So in the context of your Roman character, they will look better. Yes. That's what you mean. Yes, yeah. Да, чтобы в контексте моего разрушенного характера, чтобы они выглядели как? Лучше. If they could just get me to do what they were doing, Если it бы would я have made делал their то, что day. они делали, то на фоне моего провала они чувствовали себя или выглядели бы лучше. Does that happen in Moldova? В Молдавии происходит так иногда? Да. No? No? But this one man, Но вот этот один человек, спортсмен, христианин, he was the same man at church that he was on the это playing он field. был тем же человеком на поле, да, и также он был тем же человеком и в церкви. See, he had this character that I could trust. И это характер, которому я мог доверять. And he was the guy I was telling you about yesterday, and I never had a chance to tell thank you. И я, к сожалению, не смог успеть сказать ему спасибо за пример его жизни. So if you have that person in your life that did that same thing to you, Если есть такой человек в твоей жизни, который так на тебя повлиял своим личным примером, please reach out to them. прошу вас, если у вас есть такие люди, напишите, прошу вас, домашние задания, написать, позвонить или сказать спасибо человеку, который своим личным примером повлиял на вашу жизнь. Можете записать себе там домашнее задание. Кто готов сделать это? Молодцы, прекрасно. О, хорошо.
reach out to them and tell them the difference they made in your life. Скажите этим людям, насколько вы благодарны, что они повлияли положительно на вашу жизнь. It's a mistake I made that I Это моя ошибка, что я не успел. yes. He knows now. Я знаю, что он знает о том, как он повлиял на меня. There's four more blanks to fill in at the bottom. Хорошо. Каждый лидер должен знать следующие о характере. Like I spoke about earlier, character is more than task. Первое. Можно записать пропущенное слово туда, если можно. Характер — это больше, чем просто задачи. There are some times in a busy day when I meet with somebody, Когда мы говорим, насколько мы заняты каждый день, especially if I have an appointment right after his, к примеру, я встречаюсь с людьми, и у меня очень занятый день, и происходит какая-то встреча после. because if you remember, I am the checkbox person. Если вы помните, я человек задач, да, я хочу сделать все и хорошо, и вовремя. That I find myself trying to cut him off. И бывает так, что я иногда что делаю? Останавливаю того или иного человека в разговоре. Because I have another appointment. Я как-то стараюсь привести к какому-то концу разговор. Почему? Потому что после него у меня что? Уже другая встреча. So I've learned to put some time in between appointments. И поэтому то, чему я научился, между встречами, дай немножко больше времени. Не планирую их чересчур близко одна к другим. Because as you'll find in the next segment, there's some things that you can do that show somebody you really care and you're listening to. Когда мы слышим кого-то, и этим самым мы покажем, что нам не безразличен тот человек, So и don't будут be, советы здесь, как мы можем показать вот это. so don't be that task-oriented person. Не будьте чересчур нацелены на ваши задачи, теряя возможность в отношениях. So talent is a gift. The talents you have that God gives you, that's a Второе. gift. Талант. Талант — это Божий дар. But character is a choice. Но характер — это выбор. You have Характер — это личный выбор. to choose not to do something or to do something to build your character. Когда мы говорим о том, что настроен характер, мы выбираем, что мы делаем и чего мы не должны делать, чтобы что? Поддержать наш характер. Just like sin is a choice, Грех тоже является нашим выбором. so is character. Также и мы выбираем строить или разрушать свой характер. See, Jesus gives you a way out. Иисус нам помогает выйти из таких ситуаций трудных. You have to take that breath and think before you act. Иисус помогает нам, чтобы мы остановились, подумали перед тем, как мы что-то хотим сделать. Americans could not drive in Moldova. Скажу вам, вот пример, в Молдавии американцам очень трудно вести машину. There would be a whole lot of sinning going on. Я думаю, в Молдавии, здесь у вас в городе было бы столько аварий, если бы американцы были бы за рулем. Is that- we have venture church bumper stickers in the back of our cars. Да, мы раздаем в церкви вот эти стикеры, которые ставишь на бампер. And my wife asked me every once in a while if we could take them off. И моя жена говорит, послушай, лучше их сними. Just because it holds us accountable to be believers in the Почему? Потому car. что когда ты ставишь, клеишь рыбку или клеишь, да, вот символ нашей церкви, моя жена говорит, а мы больше ответственны за то, как мы едем. And not give some people some gestures as they cut us off in the car. You do. No, not to. Oh, not to. oh, do that. not Oh, to. no. Да, и просто получается, чтобы люди не показывали теми или иными пальцами на эти стикеры, когда мы их подрезаем. But I told her no. Я говорю, нет, No, that- мы будем держать свои стикеры там на бампере. Those bumper stickers keep us accountable. Наоборот, когда ты имеешь ту рыбку или на бампере наклеено лого нашей церкви, я буду более внимательно ехать. Like I tell her, I tell Так myself, больше ответственности. take that breath. Я говорю, просто, жена, остановись немножко, да, возьми, вдохни так глубоко. Breathe and don't react. И просто не реагируй, дорогая моя, когда тебя подрезают. And character also brings a lasting influence on people. Когда мы говорим о том, что характер, третье, оказывает длительное влияние на людей. Just like my friend Gary, Как мой друг Герри.
He never knew it, but he had a lasting influence on me. Он не знал, что он имел такое глубокое влияние на мою жизнь. And my prayer is that somewhere of people I talk to, that I have a lasting influence on them. И если я, говоря о людях, которые меня окружают, имею ли я такое влияние, как Герри имел на меня? And not just my family and my wife, that's given. Например, не только как влияет на меня моя жена, моя семья, или на мою жену, как я влияю, на семью, как я влияю. But to the clerk at the grocery store. Как я влияю на человека, который меня обслуживает в магазине? You know, being a grocery store during COVID was interesting. Во время ковида быть работником или продавцом в магазинах было очень интересно, необычно. It was crazy. Why? We had to work. We worked through it. We had the letter that allowed us to go to work. Мы должны были иметь разные документы для того, чтобы позволило нам работать. Мы должны были носить маски на наших лицах. And there were some people that were real scared. Были люди, которые были очень, они очень боялись приходить на работу. They would come in warfare suits and gas masks. Они приходили в газовых масках, они приходили одеты в своих костюмах, чтобы ничего не проникло. And then just the fact that we couldn't get groceries. И то, что цепочка вот этого поставщиков, она была прервана, мы не имели достаточно того, что мы могли бы продать. People didn't want us to touch stuff. Люди не хотели, чтобы мы касались там продовольственных продуктов, чтобы как-то не передать вирус. So we had to wear many pairs of gloves. Да, нужно было одевать не только одну пару, они ожидали, чтобы на тебе было пару пар перчаток. But yet when they came to me with their issues, когда люди приходили ко мне и плакались на то, как люди относились к ним в магазинах, I still had to be that influence of Jesus on я them. должен был оставаться тем постоянным влиянием Иисуса на этих людей, положительно настроенным. And to my leadership team. И особенно в лидерской команде относиться положительно. Because where most of their family were working from home, многие из моих лидеров этих разных магазинов работали из дома. we were forced to go to work. Я должен был приходить на работу. Especially at the beginning when you didn't know what was going on. Когда мы не понимали вначале, как себя вести во время ковида, It was even a little scary to us. для нас было немножко страшно, что произойдет с нами. But we would get many people that were just angry with us because we couldn't get a certain, like milk, no eggs. Да, не хватало молока, к примеру, не хватало яиц, и люди так гневались, когда приходили в наши магазины. We just had to be godly with them. И нужно было относиться по-божьему с этими людьми. So there was many times I had to take that breath. И часто приходилось так, вдохнуть, остановиться And that was и не отреагировать. and that's hard. И это очень трудно. The last thing to fill out is Последний совет. leaders cannot stay above the limitations of their character. Лидеры не могут оставаться выше ограничений своего характера. Now, actually, I talked to Scott about this one last night because I struggled with this one. И для меня была это проблемой. Почему? Потому что лидеры не могут оставаться выше ограничений своего характера. And he reminded me. Yes. He reminded me about cars have governors. Do that cars have governors in Moldova? Cars to keep them from going too fast. Oh, you mean cameras? A governor. Inside the car? Inside the car. Mm-hmm. Yeah, sometimes we have it. It's Yes. software-based. Yes. Да, иногда в машинах есть прошивки. Прошивка не позволяет человеку нажать на педали и перейти через какую-то скорость. Like race cars. К примеру, Have governors to keep them from going too fast. да, к примеру, машины, которые едут чересчур быстро, к примеру, на разных вот этих ралли, то тогда там есть ограничение скорости, чтобы человек не смог переехать или нажать чересчур сильно на педаль. Water faucets have governors that keep you from too much water coming out. Да, когда мы говорим о том, что мы выпускаем воду, у нас есть ограничитель воды 7 минут. So I know when we had our last house bill, То the вчера first thing I did was I спал. took the governors out of the faucets. Да, и нам нужно иногда в своей жизни что делать, ограничения эти снимать. Because I wanted water. Потому что я хочу воды, дайте мне воды. Не 5 минут или 7 минут. So you're limited based on your character on how you can influence other people. Когда мы ограничены в том, как мы можем влиять на людей.
So if your character from a 1 to 10 is a 5, Если, к примеру, мы говорим о характере, если от 1 до 10 оценка нашего характера 5, that limits you on who you can talk to. то тогда мы ограничиваем себя, с кем мы можем общаться и на кого мы можем влиять. So just be thinking about that when you do make that mistake and affect your character. Когда мы говорим о том, когда человек думает, сделать этот шаг или нет, но подорвет характер, подумай лучше перед тем, как сделаешь этот шаг. It's gonna limit you. Почему? Подрывая характер, ты ограничиваешь себя в том, на кого и на скольких людей сможешь повлиять. Scott's gonna finish this last part. Спасибо. Thank you so much, Pastor Scott. Сейчас Скотт закончит эту часть урока. Как вы думаете, нам остановиться на 5 минут, на 10 минут на кофе паузу, или мы можем продолжить? Можем продолжить? Да? Хорошо, тогда паузу мы сделаем прямо в обед. Нет, нам нужно остановиться немножко, чтобы потом продолжить, потому что обед потом будет. 5 минут нормально? Да. Хорошо, давайте.